друзья! Продолжаем тему различий между мужчинами и женщинами. Различия между нами фундаментальны. Гендерные особенности проявляются во всем, на уровне поведенческих реакций, на физиологическом и даже на нейронном уровне. И наблюдать за этим весьма интересно. Давайте же продолжим эту длинную цепочку неоспоримых фактов. Итак, начнем. Женщины иначе, чем мужчины, поднимаются и спускаются с горы. Они предпочитаются двигаться боком, в то время как мужики просто шире расставляют ноги. Женщины сжигают жир медленнее мужчины, примерно на 50 калорий в день. Вирусы сильнее воздействуют на мужчин из-за высокого уровня тестостерона, который подавляет иммунную систему. Мужская кровь гуще женской примерно на 10%. В организме мужчины содержится 5-6 литров крови, а в женском 4-4,5. Мужское сердце в среднем совершает 70 ударов в минуту, в то время как женское около 80. Мужчина спит, и активность его мозга и организма снижается на 70%. Женщина бдит. Во время сна она успокаивает свой мозг только на 10%. В этом смысле слабому полу есть чему поучиться у сильной половины человечества. Как же поспать меньше, а отдохнуть больше? Обидно для женщин, но это факт. У мужчин ресницы длиннее, чем у женщин. Пояс на банном или домашнем халате мужчины и женщины завязывают по-разному. Женщины выше пупка, мужчины ниже. При застегивании молнии на брюках мужчина сильнее прогибается назад, желая защитить свое имущество. Женщина же делает это почти прямо, быстро и уверенно. Если у женщины расстегнется ширинка, она без смущения застегнет ее и пойдет дальше. Мужчина же испытает комплекс и осмотрится по сторонам, никто ли этого не заметил. Чтобы отжать вручную мокрое белье, женщина берется за него ладонями вверх, а мужчина ладонями вниз. В среднем целый год жизни у женщины уходит на то, чтобы решить, что ей надеть. А мужчины проводят почти год своей жизни, разглядывая женщин. И за всю свою жизнь тратят около 6 месяцев на бритье. Женщины лучше мужчин различают цвета. Как можно не отличить лососевый от кораллового? Наверное, сказывается опыт в выборе одежды, помады и украшений. А может, это все-таки генетика, поскольку цветоразличение напрямую связано с X-хромосомой. Также женщины лучше мужчин отличают оттенки сладкого вкуса. Если мужчина обидел женщину, он должен извиниться. Если женщина обидела мужчину, то он должен извиниться 2 раза. За то, что сначала он обидел ее, и за то, что после она обидела его. Разница между мужским цинизмом и женским в том, что мужчина циничен на словах. Чтобы заручиться доверием женщины, достаточно обнять ее на 20 секунд. Не путайте доверие с любовью. Для того, чтобы добиться любви, нужно приложить намного больше усилий. Мужчинам сложнее, чем женщинам, принимать выражения сочувствия или жалости в свой адрес. Это может вызвать у них даже приступы агрессии, либо вспышки гнева. Женский пол, сталкиваясь с трудностями, наоборот, ждет сочувствия, понимания и поддержку. Мужчины в 3-4 раза чаще, чем женщины, совершают попытки суицида и чаще доводят их до конца. Когда женщина рассказывает мужчине о своих недостатках, она готовит его к совместной жизни. Когда о своих недостатках рассказывает мужчина, он обосновывает для себя невозможность таковой. Мужчины, запомните, если женщина спрашивает, как она выглядит в новом платье или с новой прической, не нужно отвечать «хорошо», «отлично», «тебе идет». Женщинам нужна детализация. Напрягите свое воображение, сформулируйте пару предложений, и вы увидите, с каким обожанием смотрит на вас ваша дама. Мужчина выглядит одинаково, когда засыпает и просыпается. Женщина же за ночь заметно перевоплощается. Мужчины используют юмор как оружие для привлечения женщин, а женщины практически никогда даже не пытаются казаться смешными. Это дает многим мужчинам повод считать, что у женщин вообще нет чувства юмора. Женщина знает о своих детях все. Она знает, когда ребенка нужно отвезти к стоматологу. Она знает все о его лучших друзьях, любимых книгах, страхах, надеждах и мечтах.
Мужчина же часто практически ничего не знает о маленьких людях, которые живут с ним в одном доме. Может даже забыть, в каком классе учится ребенок. В ссоре всегда последнее слово за женщиной. Все, что скажет мужчина после последнего слова женщины, только приведет к новой ссоре. Вот так, друзья. Все вышеизложенное только подтверждает, что мы точно с разных планет. И различаемся практически по всем аспектам, начиная от тела и заканчивая сознанием, восприятием вещей, эмоциональностью и способами решения проблем. Спасибо всем, кто посмотрел видео, надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди вас ждет еще много интересного. Всего всем доброго!